Даже духовку включать не пришлось. Сегодня приготовим воздушные, пушистые, ленивые пирожки с картошкой. Начнем с картофеля. Подойдет любой сорт. Моем, очищаем и нарезаем. Чем быстрее сварится картофель, тем быстрее будут готовы пирожки. Перекладываем картофель в кастрюлю. Заливаем водой. Воды берите немного. Нам в дальнейшем понадобится картофельный отвар, но он должен быть насыщенный. Ставим на средний огонь до закипания. Снимаем образовавшуюся пенку. Солим совсем немного и варим до готовности. Для ленивых пирожков нам понадобится мука, и пока картофель варится, есть время ее просеять. Картофель сварился, сольем отвар. Не весь, оставьте 180-200 мл. Теперь картофель нужно потолочь до однородности. Желательно без комочков, и отставляем остывать. Это займет немного времени, потому что картофель нам нужен теплый. Остывший картофель выкладываем в миску. И начинаем подготовку теста. Соль, сахар, сухие дрожжи, остывший картофельный отвар. Нужно немного перемешать, сделать массу однородной. Яйцо, растительное масло. И начинаем понемногу добавлять просеянную муку и замешивать тесто. Оставлю вам ссылку в видеоподсказке справа вверху на лепешки, которые готовятся на сковороде. Основа их – дрожжевое тесто без яиц и молока. Тесто не густое, помогите себе, добавив еще немного растительного масла в замес. Присыпаем немного мукой сверху. Отставляем в теплое место подходить где-то минут на 40. Тесто хорошо поднялось. Посыпаем поверхность мукой и выкладываем тесто. Оно мягкое и эластичное. Дальше полет фантазии. Это могут быть шарики. Как их лепить, очень подробно рассказано в видео о пирожках с капустой. Ссылку оставлю в описании. Также можно использовать специальные вырубки, кольца для теста. Сегодня я воспользуюсь колесом для пиццы. Здесь есть изюминки. Первое – это толщина теста, должна быть одинаковой. А второе – размер, также плюс-минус одинаковый, потому что красиво и приготовится одновременно. Накрываем наши пирожки полотенцем, а в это время поставим подогреваться масло в сковороде или сотейнике. Нужно столько масла, чтобы пирожок полностью или наполовину в него погрузился. Насыпаем немного муки в разогретое масло. Если оно шипит и пенится, значит пора жарить пирожки. Обжариваем пирожки с картошкой на среднем огне с двух сторон. Попадая на сковороду, они моментально увеличиваются в размере. Золотой, румяной, хрустящей корочкой вас, я думаю, не удивишь. Но их мягкость и воздушность удивляет. Не говоря уж о том, что на это волшебство ушло всего 2 картошки. Приятного аппетита!